Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года 2023. Неожиданности и сюрпризы, что приятного войдет в вашу жизнь. Давайте узнаем. Надо сказать, планетарно, ну и вот так, наверное, складывается обстановка в целом, потому что декабрь у нас где-то начинаются праздники, и настроение-то наше совершенно иное. Но и, повторюсь, планетарно, идеальное время, как конец ноября, так и декабрь, для себя что-то очень важное сделать в личной жизни, уделить внимание именно личным отношениям, ну и также отношения, может быть, в социуме или знаете, такой момент, когда не должно быть какой-то конфронтации. Может быть, в вашей жизни есть и люди, с которыми не получилось договориться. Наверное, в жизни всех нас есть те люди, которые нас не радуют, мягко говоря, и мы бы хотели их исключить, но некоторых исключить мы не можем. Коллег, соседей, руководителей. И вот здесь не должно быть какой-то дистанции. Не должно быть такого конфликта, который нам в последующем может чем-то помешать. И это время, опять же, конца ноября и декабрь идеальное для того, чтобы перевести, может быть, какой-то конфликт в более нейтральную обстановку. Или суметь договориться. Суметь договориться – это не значит согласиться. Мы все разные. И вопрос не кто кого словно продавит или настоит на своем, а как раз умеет найти общие точки интересов или какой-то компромисс. В последующем, как будто в 2024 году, если мы входим в него вот с такими неопределившимися отношениями или когда мы ожидаем подвоха, то тогда, правда, ложка дегтя через людей, с которыми мы, не нашли взаимопонимания, с людьми, с которыми нас все равно будет сталкивать судьба. Мы словно экзамен какой-то не прошли. И нас будут так или иначе, словно высшие силы, возвращать к какой-то истории. Нам придется как будто так или иначе устанавливать какой-то нейтралитет. Так вот, самое время, конец ноября, декабрь, уделить этому внимание. Я хотела вас поблагодарить, мои дорогие водолеи, за ваши отклики, что вы смотрите мои видео и откликаетесь. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. Это мое вдохновение. Стараюсь по мере возможности отвечать. Правда, прошу понять и извинить, не всегда это получается. И вот этот формат видео, что по судьбе. У меня такого не было на канале, это первый. И поэтому буду рада вашим комментариям, насколько это для вас понравилось или актуально. И есть еще один момент. Если посторонние шумы будут в видео, у соседей ремонт, я прошу меня извинить, но я на этот процесс никак не влияю. Итак, давайте будем узнавать, что важно знать или что будет для вас в приоритете, или ваше настроение, мои дорогие. Неожиданности. Достанем такую карту. Сюрпризы – это то, что со знаком плюс, что будет радовать. Ваши действия. Каков результат? Вот достанем и узнаем такую карту. И карта совет. Итак, первое. Характеристика периода. Ну, правда, девятка кубков. Карта самореализации, самодостаточности уже. Это когда у вас получается осуществить какой-то проект. И нам, кстати, показан человек как хозяин таверны, ресторана. Он работает сам на себя, он поднимает как будто кубок за свое здоровье и здоровье своих посетителей. Это единое целое. И для кого-то из вас на повестке дня ваше хобби, ваше творчество, ваш какой-то креатив, что вы создаете. Может быть, пишете книги, может быть, вы, правда, в сфере торговли работаете, или вы какое-то свое ремесло планируете тоже сделать как работа на самого себя, свое личное дело, продвинуть, организовать. Вот эти вопросы тоже пройдут для вас со знаком плюс. Безусловно, хоть и кубки, эта карта больше про деньги и про нашу, как повторяюсь, самодостаточность, но еще и мы довольны собой, потому что с финансами как будто порядок. Или каким образом мы будем дальше зарабатывать деньги. Тоже в уходящем году, вот этот последний месяц, могут решаться для вас какие-то вопросы. Карта, когда мы довольны, то, что мы имеем. И когда, может быть,
Для вас придется отчасти решать вопросы, ну, отчасти связанные с недвижимостью, с имуществом, то, что так или иначе можно перевести в финансовый эквивалент. Но когда тоже у нас что-то получается, идеальное время. И вот эту, наверное, ресурсность ваша, безусловно, по этой карте тоже проходит. Так вот эту ресурсность сохранять, приумножать. Но вообще карта радости и какого-то праздника, мои дорогие. Ну вот, видимо, этот период больше будет вас радовать. Неожиданности, возможности. По пажу Пентаклей у кого-то могут проиграться вопросы с вашими детками. Может быть, какой-то, пусть это взрослые даже дети, какой-то проект ваших детей, в котором вы будете принимать участие. Или, может быть, дети идут учиться. Хотя больше это будет опять же говорить о каких-то новых начинаниях или в неожиданностях. Мы говорим, и я неожиданности по видео предполагала, ну, где-то больше с минусом. То есть это то, чего мы не ожидали. А по пажу Пентакли это возможности какие-то в неожиданностях у вас появляется что-то изменить в своей жизни. Это как может быть информация, случайно кем-то оброненная. Или какая-то новость, которая даст вам посыл, тоже что-то для себя улучшить в своей жизни. Это еще сами по себе могут быть ваши идеи, которые вы будете просчитывать, потому что изменились какие-то условия, обстоятельства, какая-то реальность, открывая перед вами, опять же, новые перспективы. Прекрасная карта с заделом на будущее. Давайте сюрпризы мы с вами откроем. Вот сюрпризов, пятерка мечей, если есть сюрприз, то вот как раз не увеличивать дистанцию, мои дорогие водолеи. Это будет важно, повторюсь, вот все, что я говорила еще в начале видео, это первая победа. И это какой-то конфликт, который был прежде, не теперь. И вот его словно нейтрализовать. Сюрприз. У вас будет возможность. Даже если это было что-то, знаете, как ну, какие-то глубокие разговоры, когда нужно вынести что-то на поверхность и определиться с чем-то. Да, вы в чем-то держали победу, но по этой карте либо победа далась очень тяжелой ценой, и мы не чувствуем радости, либо это та ситуация, когда вы настояли на своем, может быть, вы и правы, но вдохновение от этого тоже как будто вы не испытываете. И вот эту ситуацию, как сюрприз, нейтрализовать, чтобы вот эта девятка кубков, карта радости, самодостаточности, карта удовольствия от жизни. Понимаете, ведь тут у нас показан человек, который кубок поднимает, это чувство праздника, чтобы оно осуществилось. Для вас будет, правда, не оставить, знаете, каких-то белых пятен во взаимоотношениях с людьми, которые вам нужны или с которыми вы уже знаете, столкнет судьба. Может быть, будут такие ситуации жизненные, как раз случайность какая-то будет помогать найти словно что-то общее, даже с теми людьми, с которыми прежде нам казалось полярные какие-то взаимоотношения. Установить какую-то дипломатию, может быть, там, где прежде был конфликт. Потому что эта карта у вас выпадает в сюрпризах. Это может быть, знаете, еще и свидетельство, что мы должны пройти какой-то жизненный экзамен на стойкость, выдержку или душевное равновесие, мои дорогие, для того, чтобы не было как и конфронтации, или, может быть, принять то, что не в силах изменить. Нас не должно что-то внутренне разрушать, и это тоже будет важно. Может быть, и отпустить какую-то ситуацию, которая, ну, не может быть продолжена. И если правда, есть какое-то завершение, значит, не имеет смысла оглядываться назад. Чего-то из разряда, что не в наших силах изменить, не стоит в себе, словно как какую-то рану, заново растравить, заново какой-то, знаете, болевой момент в себе, ну, реанимировать или обострить. Вот это будет тоже важно. У вас как раз возможности, как сюрпризы, окончательно уйти вот от этой самой, как и недопонимания, конфронтации, от какого-то конфликта. И нам о чем еще говорит карта? Ведь это, по сути, воин в душе. Не тогда, когда мы делаем в ущерб себе что-либо, а в угоду кому-то. Нет, по этой карте мы, опять же, сохраняем собственные принципы, потому что это будет для вас тоже важно. Но и конфликт как будто нейтрализуем. Вот, видимо, как сюрприз, это будет возможность
уйти как и от разочарований, так и с людьми, повторюсь, нужными, важными, общение перевести на более такую дружескую ноту. Ваши действия. Ваши действия, вот две задачи как будто по пятерке пентаклей, мелкая, кстати, карта, и она говорит, что это, знаете, если была какая-то ситуация, предположим, нехватка денег, раз, ведь всегда нехватка проходит, или недостаток взаимопонимания, вот все то, что я до этого говорила. У вас карты такие выпали в предыдущие, которые как раз об этом и говорят, значит, вам легко удастся осуществить, как если нужны люди, и вам нужно установить с ними, ну, я не говорю, это отношения на короткой ноге или какие-то понебратские. Тут ведь у кого-то могут проиграться как руководители. Или, может быть, иногда бывает и так, когда мы идем к чиновникам решать тот или иной вопрос, сидит один чиновник, который не меняется. И мы пытались настоять на своем, а у нас не получилось. Он нам про какие-нибудь законы или положения, а мы в сердцах могли, ну, где-то и конфликт какой-то разжечь. И такое бывает, мы все люди, мы пошли где-то на волне собственных эмоций. А вот вы даже самую вот эту патовую ситуацию, мы можем как будто вернуть ее назад и добьемся желаемого. Ваши действия, если мы говорим как раз на место какой-то материальной нестабильности, создать, наоборот, прочное положение. И если было вот это пирова победа или какой-то конфликт, тоже нейтрализовать. Вот эти два момента. Давайте и каков результат мы с вами посмотрим. Шикарно. Посмотрите, у вас две великолепные карты, которые про самодостаточность, когда вы остаетесь довольны, счастливы, когда у вас этот период уходящего года достаточно стабильно прогнозируемый, когда вы довольны собой, у кого бизнес, прогресс в бизнесе, у кого задумки по вашему творчеству, хобби, признанию вас, ваших талантов, мои дорогие, или признание вашего творчества, интерес к вашей персоне, смена, может быть, и статуса. Последние вот эти две карты, они как раз и обещают где-то наперед смену статуса. Ведь две девятки – это всегда пороговое значение. Вот, наверное, тот жизненный экзамен, когда мы себе не должны навредить ни по части пентаклей, не в отношениях. Шикарно, мои дорогие. Поэтому, знаете как, вот поставили перед собой задачу, и вот я должен достичь этого пункта, если мы говорим себе, да, или я должна осуществить это. И дальше просто, знаете, как методы, каким образом мы это осуществим. И все методы где-то хороши, если они для нас больше играют в плюс. И нет места риску, мои дорогие. Здесь какая-то в основе лежит полная стабильность. Тут как раз нейтрализация возможных рисков идет на протяжении конца ноября и декабря. И новый статус будет не за горами для вас в 2024 году. Карта совет. Вот все то, что я сейчас долгое время говорила, у вас выпадает туз пентаклей. Опять же, и про деньги, и про самодостаточность, и про решение вопросов с недвижимым, движимым имуществом. У каждого тут совершенно разная какая-то своя ситуация, но отношения и финансы должны быть для вас в гармонии и балансе. Тогда для вас совершенно новые перспективы, другое состояние души, другое состояние вдохновения. Не должно быть как и распри, так и не должно быть какого-то, пусть даже это не от вас зависело, но значит где-то причесать свое окружение мысленно как минимум и продумать, какая стратегия с одним человеком, с другим, из разряда тех, с которых мы опять же не отменим на будущее. У вас построение будущего. И вот этот самый благородный олень, который изображен на карте туз пентаклей с пентаклем на рогах, это какие-то возможности, ничего не упустить, улучшить свое благополучие, благосостояние, сделать так, как вы хотите, но, может быть, использовать другие методы, потому что ваши действия выпадает пятерка пентаклей, убрать недостаток или решить какой-то вопрос материального, именно вашего прогресса на будущее, или что-то связанного с вашей работой, или каким образом к вам приходят финансы. Так и во взаимоотношениях суметь даже с людьми сложными, какую-то выбрать правильную стратегию. Как и счастье, так и радость, как стабильность, благополучие. Мои дорогие водолеи, в центре внимания для вас вы и ваша личность. И последующий прогресс на 2024 год. Перекладывайте на себя.
Мои дорогие, я вас люблю, и вы будьте счастливы и любимы всегда.